Дорогие мои, доброй тихой ночи. Проходите ближе к огню, плед к плечам, чашка в ладони, свет мягче. Я, Северин. Здесь мы не спешим и не торопим смыслы. Здесь слушаем, как тишина занимается своим ремеслом. Сегодня у камина женщина, которая переписала законы неба. Софья Ковалевская. История не только о математике, но о том, как одна душа пробила стену времени и пространства, когда наука была почти исключительно мужской территорией. Прежде чем начнем, маленькая просьба к нашему дому. Поддержите огонь, подпишитесь на канал «У камина с Северином», нажмите колокольчик, чтобы у двери всегда горел фонарик. И, если откликается, напишите в комментариях, какую преграду вы готовы преодолеть ради своей мечты. Я читаю каждое слово, это наши общие созвездия. Сделайте вдох и выдох на полдолю длиннее. Шепотом. Я здесь. Пойдем. Представьте московский особняк зимой 1850 года. В детской комнате одна стена оклеена не нежными цветочками, а страницами из лекций знаменитого математика Михаила Остроградского. Не от бедности, от нехватки обычных обоев. И эта случайность станет началом легенды. Маленькая Софья, едва научившись складывать буквы в слова, часами стоит перед этой стеной, разглядывая таинственные знаки — интегралы, дифференциалы, уравнения. Взрослые проходят мимо, улыбаясь детской забаве, а девочка погружается в мир, где числа танцуют по законам, недоступным обычным людям. 15 января. Девочка родилась под крещенские морозы в семье генерала Василия Корвин-Круковского. Отец — начальник московского арсенала, человек прямой и суровый. Мать — Елизавета Федоровна из рода Шубертов. Играла на фортепиано как ангел и говорила на 4 языках. Дом, где царили европейская культура и русское гостеприимство. Но самым важным учителем стала именно эта стена с формулами неведомого ученого. Сделаем короткую паузу, как в математике между формулами. 3 вдоха у огня. Выдох длиннее. Продолжаем. Дядя Софьи, Петр Васильевич, первым заметил, как племянница изучает математические символы. Он стал рассказывать ей об основах алгебры, показывать, как числа складываются в гармонии. Девочка схватывала на лету то, что взрослым студентам давалось с мучениями. К 10 годам она самостоятельно постигла тригонометрию, к 14 штудировала учебники университетского уровня. Гувернантка жаловалась родителям. Софья читает математику вместо романов. Это неприлично для девочки. А Софья отвечала: в формулах больше поэзии, чем в стихах. Они описывают вечное. Но мир середины XIX века жил по своим законам. В России путь к высшему образованию для женщин был закрыт наглухо. Университеты не принимали девушек ни под каким предлогом. Научные общества игнорировали женские умы как ненужный шум. Софья понимала, чтобы заниматься настоящей наукой, нужно уезжать за границу. А для этого требовалось разрешение мужа или отца. Отец был категорически против. Помню, как однажды вечером генерал сказал дочери: «Математика портит женский ум. Займись лучше музыкой или рукоделием». Софья ответила: «Музыка звучит в моих формулах громче, чем в любой арии». Отец рассердился. Мать заплакала. А девочка ушла к своей стене и до утра решала задачи при свете свечи. Напишите в комментариях, дорогие мои, была ли у вас такая стена с формулами, место или увлечение, которое взрослые считали неподходящим, но которое звало вас, как песня сирен? И тогда Софья решается на отчаянный шаг. В кругах передовой молодежи практиковались фиктивные браки, союзы исключительно для получения свободы передвижения и учебы за границей. Это было время, когда паспорт замужней женщины давал ей больше прав, чем диплом незамужней. Владимир Ковалевский,
молодой палеонтолог с добрыми глазами и революционными взглядами, согласился стать ее мужем на бумаге. Он тоже мечтал о науке, тоже понимал цену знаний. Венчание прошло тихо, без пышности, в небольшой церкви. Это был не брак по любви, это был билет в мир, где мечты могут стать реальностью. Представьте сцену. Весна 1869 года, пароход отчаливает от Петербургской пристани. Молодая женщина в темном дорожном платье стоит у борта. В руках чемодан с книгами, в сердце мечта о науке. Она покидает Россию, не зная, когда вернется. Впереди Гейдельберг, первый европейский университет, который согласился принять ее как вольнослушательницу. За спиной остаются родительские слезы и общественное неодобрение. Впереди неизвестность. В Гейдельбергском университете Софья попадает в совершенно иную атмосферу. Здесь женщину-математика воспринимают как редкий курьез, но не как угрозу мирозданию. Профессор Лео Кёнигсберг ведет курс по эллиптическим функциям. Это математическая поэзия высшего порядка. Софья сидит в последнем ряду аудитории, делает конспекты, решает задачи. Поначалу студенты оборачиваются, шепчутся, хихикают. Но через месяц Кёнигсберг замечает: эта русская девушка задает вопросы, которые ставят в тупик иных докторов наук. Однажды профессор задал аудитории особенно сложную задачу. Студенты мучились неделю. Софья решила ее за вечер. Более того, предложила 3 различных способа решения и доказала, что все они ведут к одному результату. Кёнигсберг был потрясен. После лекции он подошел к ней. «Фрау Ковалевская, откуда у вас такая интуиция?» Она ответила: «Я росла среди формул, как среди цветов. Они для меня не абстракция, а живые существа». Но Гейдельберг — только начало пути. Софья понимает: для серьезной научной работы нужен серьезный руководитель. И такой человек есть — Карл Вейерштрасс в Берлине, отец современного математического анализа. Его имя произносят с благоговением в математических кругах всей Европы. Только вот незадача. Берлинский университет женщин в принципе не принимает. Даже в виде исключения. Сделаем еще одну паузу. Посмотрите на пламя. 3 взгляда, как 3 попытки увидеть невидимое. Выдох длиннее вдоха. И дальше. Софья пишет письмо Вейерштрассу, 4 страницы убористым почерком, где просит принять ее в ученицы. К письму прикладывает решение нескольких задач, над которыми бились лучшие математики Европы. Профессор, привыкший к посредственности многих студентов, читает работы неизвестной русской девушки и не верит глазам. Элегантность решений, глубина понимания, неожиданные повороты мысли. Он перечитывает дважды, трижды, потом идет к коллегам. «Господа, либо эта девушка гений, либо она списала у самого Господа Бога». Вейерштрасс соглашается заниматься с Софьей индивидуально, у себя дома. Университет может не пускать женщин в аудитории, но никто не может запретить частные уроки. Так начинается одно из самых плодотворных научных сотрудничеств в истории математики. Карл Вейерштрасс, человек строгий до педантичности, требовательный до жестокости, но справедливый как весы. Он не делает скидок на пол ученицы. Наоборот, понимая, что ей придется доказывать свое право на науку каждый день, он готовит ее к этой борьбе. Уроки проходят в кабинете профессора, уставленном книгами от пола до потолка. На стенах висят портреты великих математиков, на столе лежат модели геометрических фигур. Софья изучает теорию функций комплексного переменного, дифференциальные уравнения, вариационное исчисление. Каждый урок, как поединок умов, Вейерштрасс ставит задачу. Софья уходит решать. Через неделю возвращается с решением. Профессор проверяет, находит слабые места, задает новые вопросы.
И так месяц за месяцем, год за годом. Постепенно ученица начинает задавать вопросы, которые заставляют задуматься самого учителя. Вейерштрасс вспоминал позже. Ковалевская — самый талантливый математик, с которым мне довелось работать за 40 лет преподавания. И это никак не связано с тем, что она женщина. Талант не имеет пола, как не имеет пола истина. Зимой 1873 года случилось то, что изменило жизнь Софьи навсегда. Вейерштрасс дал ей задачу, над которой сам бился полгода без результата. Софья ушла с задачей домой в пятницу. В понедельник принесла не только решение, но и обобщение задачи на более широкий класс функций. Профессор читал ее работу всю ночь. Утром сказал: «Софья Васильевна, вы готовы защищать диссертацию». А что происходило в ее душе все эти годы? Она жила между двух миров. Днем, среди формул и теорем, в мире чистого разума. Вечером, в маленькой съемной комнате, где готовила себе скромный ужин и писала письма домой. Ей было 23 года. В России ее ровесницы уже рожали детей, вели дома, принимали гостей. А она сидела над интегралами и мечтала доказать теорему, которая переживет века. Были моменты сомнений. Особенно зимними вечерами, когда ветер стучал в окна берлинской квартиры, а на столе лежали исписанные листы с вычислениями. Тогда Софья спрашивала себя: может, отец был прав, может, это не женское дело. Но потом она подходила к зеркалу, смотрела себе в глаза и говорила: если мужчины могут изучать устройство мироздания, почему я не могу? Разум не имеет пола. Напишите, дорогие мои, в комментариях, были ли у вас такие зимние вечера сомнений, когда хотелось бросить все и идти проторенной дорогой? Как вы находили силы продолжать? Через 4 года интенсивной работы Софья готова к защите докторской диссертации. Вейерштрасс рекомендует ее Геттингенскому университету, одному из самых престижных в Европе. Диссертация состоит из 3 частей, каждая из которых достойна отдельной степени. Первая работа посвящена теории дифференциальных уравнений в частных производных. Это основа всей математической физики. Вторая исследует Абелевы интегралы, высшую математическую абстракцию. Третья анализирует форму кольца Сатурна, прикладная небесная механика. Софья понимает, как женщине ей нужно доказать в 3 раза больше, чтобы получить равное признание. Поэтому она работает с утроенной энергией, с учетверенной тщательностью. 15 августа 1874 года. Геттинген. Историческая дата. В аудитории собрались профессора, студенты, любопытные. На кафедре стоит молодая женщина в строгом черном платье. Она говорит по-немецки с легким русским акцентом, объясняя тонкости математического анализа так ясно, что понятно даже не специалистам. 2 часа длится защита. Вопросы сыплются один за другим. Софья отвечает спокойно, уверенно, иногда улыбаясь. Когда жюри удаляется на совещание, в зале повисает напряженная тишина. Через час выходит декан и объявляет: диссертация принята с высшей оценкой. Софья Васильевна Ковалевская становится доктором философии и первой женщиной в Европе, получившей докторскую степень по математике. В зале взрыв аплодисментов. Вейерштрасс плачет от радости. Софья стоит на кафедре, и ей кажется, что она достала руками до звезд. В этот момент она понимает: стена в детской комнате была не препятствием, а лестницей в небо. Но докторская степень — это еще не пропуск в научный мир. Впереди новые испытания, о которых она пока не подозревает. Поддержите наш дом у камина, подпишитесь, нажмите колокольчик, поделитесь этой историей с теми, кто тоже готов строить лестницы из препятствий. А мы пока сделаем короткую паузу. 1 — вдох прохладой. 2 — выдох длиннее.
3. Плечи ниже. Продолжаем. Вернувшись в Россию летом 1874 года, Софья сталкивается с жестокой реальностью. Докторская степень, полученная в лучшем европейском университете, здесь ничего не значит. Министерство образования отказывается признавать ее документы. Университеты не то что не берут женщину на работу, они даже не рассматривают ее заявление. Максимум, что ей предлагают, место учительницы арифметики в женской гимназии. Это время самое тяжелое в жизни Ковалевской. Она чувствует себя птицей, которой подрезали крылья. Научных трудов не публикует, исследованиями почти не занимается. Дни проходят в бытовых заботах. Ведение дома, светские визиты, рукоделие. То самое приличное женское занятие, от которого она так бежала. В эти годы фиктивный брак с Владимиром Ковалевским постепенно становится настоящим. Приходит любовь, запоздалая, но искренняя. Владимир понимает жену как никто другой. Он сам ученый, сам знает цену открытий. По вечерам они гуляют в саду и говорят о науке, о будущем, о том, как изменить мир к лучшему. В 1878 году рождается дочь Софья. Материнство приносит новое счастье, но и новые сомнения. Софья проводит дни с ребенком, поет колыбельные, рассказывает сказки, но по ночам, когда малышка засыпает, мать достает старые тетради с формулами, водит пальцем по знакомым символам и тихо плачет. Что, если это все, что осталось от моих мечтаний? Что, если я так и не смогу больше заниматься наукой? Владимир видит муки жены и решает действовать. Он пытается найти для нее работу в Петербурге, потом в Москве. Везде один ответ. Извините, но женщины в университете неуместны. Тогда он решается на отчаянный шаг. Попробовать разбогатеть, чтобы Софья могла спокойно заниматься наукой, не думая о заработке. Владимир входит в рискованные финансовые операции, играет на бирже, инвестирует в сомнительные предприятия. Поначалу везет. Семья живет в достатке, снимает хорошую квартиру, покупает красивые платья для жены. Но азарт затягивает. Владимир влезает все глубже в долги, играет на все более крупные суммы. И вот весной 1883 года карточный домик рушится. Банкротство. Долги. Кредиторы требуют немедленного возвращения денег. Владимир понимает. Он разорил семью, погубил будущее жены, лишил дочь наследства. 16 апреля он принимает цианид. Предсмертная записка. «Софья, прости меня. Я хотел дать тебе свободу, а дал только горе». Софья остается одна с 5-летней дочерью на руках, без средств к существованию, с горой долгов. В 33 года. Вдова, мать-одиночка, несостоявшийся ученый. Кажется, жизнь кончена. Но именно в этот момент в ней просыпается железная воля. Та самая сила, которая когда-то заставила девочку часами изучать формулы на стене. Софья принимает решение снова ехать в Европу. На этот раз навсегда. Она продает все, что можно продать, отдает дочь на воспитание друзьям и отправляется в Берлин, к Вейерштрассу. Старый профессор встречает бывшую ученицу со слезами на глазах. Он видит, перед ним не блестящая студентка, а измученная жизнью женщина. Но в глазах все тот же огонь, все та же тяга к знанию. «Софья Васильевна», — говорит он, — «я помогу вам. Наука нуждается в таких умах, как ваш». Вейерштрасс пишет рекомендательные письма во все европейские университеты. И, наконец, приходит ответ из Стокгольма. Математик Гёста Миттак-Лефлер, ученик Вейерштрасса, основывает в Стокгольмском университете новую кафедру математического анализа. Он готов взять на работу Ковалевскую. Сначала приват-доцентом, потом, возможно, профессором. Напишите в комментариях, дорогие, случались ли в вашей жизни такие моменты, когда казалось, все кончено, а потом вдруг открывалась новая дверь? Поделитесь.
Это дает силы тем, кто сейчас в темном коридоре. Стокгольм встречает Софью осенним дождем и любопытными взглядами. Весть о том, что в университет пришла женщина-профессор, разлетается по городу за день, газеты пишут статьи, светские дамы спорят в салонах, студенты делают ставки. Сколько продержится эта русская авантюристка? Первая лекция — настоящее испытание. Аудитория битком набита студентами, коллегами, просто любопытными. Софья входит в черном строгом платье, подходит к доске, берет мел и начинает говорить. Сначала голос дрожит от волнения, потом становится увереннее. Она объясняет теорию функций комплексного переменного так ясно, что даже гуманитарии начинают понимать красоту математики. 2 часа лекции пролетают как 2 минуты. Когда Софья заканчивает, в аудитории стоит тишина. Потом раздаются аплодисменты, сначала неуверенные, потом все громче и громче. Один из студентов встает и кричит: «Браво, профессор!» Софья улыбается. Впервые за много лет она чувствует себя на своем месте. В Стокгольме начинается самый плодотворный период ее научной деятельности. Она читает лекции по анализу и теории уравнений, руководит исследованиями студентов, публикует статьи в ведущих математических журналах и параллельно работает над проблемой, которая принесет ей мировую славу — задачей о вращении твердого тела вокруг неподвижной точки. Эта задача мучила математиков уже 1,5 века. Как описать движение волчка или вращение планеты вокруг своей оси? 2 классических случая уже были решены великими математиками XVII века — Эйлером и Лагранжем. Найти 3-й случай казалось невозможным. Софья погружается в работу с головой. Она забывает о еде, о сне, о светских обязанностях. Месяцами исписывает листы вычислениями, ищет скрытые закономерности в хаосе формул. Стены ее кабинета увешаны чертежами и диаграммами. На полу валяются скомканные листы с неудачными попытками. И вдруг, в один февральский вечер 1888 года, озарение. Софья понимает. Она нашла особый случай, когда центр тяжести тела расположен в определенном соотношении к главным осям инерции. Для этого случая уравнения движения решаются точно. Она работает всю ночь, проверяя и перепроверяя расчеты. К утру у нее в руках полное решение задачи. Коллеги поначалу не верят. Слишком красиво, слишком элегантно. Но проверка подтверждает, решение верно. Более того, Софья не просто решила задачу, она открыла целый новый класс интегрируемых случаев. В это время Парижская академия наук объявляет конкурс на решение именно этой задачи. Премия — 3000 франков и золотая медаль. Софья подает работу анонимно под девизом «Говори, что знаешь, делай, что должно, будь чем можешь». Когда жюри читает присланную работу, они единогласно решают: это лучшая математическая работа года. Более того, работа настолько выдающаяся, что премию увеличивают до 5000 франков. Торжественное заседание в Париже. Зачитывается девиз победителя. Вскрывается конверт с именем автора. И тут зал взрывается. Лучшую работу года написала женщина. Софья Ковалевская становится первой женщиной, получившей премию Парижской академии наук. Европейские газеты пестрят заголовками: «Русская Паскаль», «Принцесса математики», «Женщина, покорившая науку». К Софье приезжают корреспонденты, просят интервью, фотографируют. Она становится знаменитостью, но слава не вскружила голову. В письме подруге она пишет: «Самое главное — не то, что я женщина. Самое главное, что я нашла истину. А истина прекрасна, независимо от того, кто ее открыл». Но работа с вращающимся телом — не единственное достижение Ковалевской. Еще в молодости, под руководством Вейерштрасса, она доказала фундаментальную теорему о дифференциальных уравнениях в частных производных. Эта теорема, названная теоремой Коши-Ковалевской,
стало краеугольным камнем современного математического анализа. Представьте, вы изучаете, как распространяется тепло в металлическом стержне, как колеблется струна скрипки, как движется жидкость в трубе, как изменяется цена акций на бирже. Все эти процессы описываются дифференциальными уравнениями. Теорема Ковалевской говорит, при определенных условиях такие уравнения имеют единственное решение. Без этой теоремы немыслимы современная физика, инженерия, экономика. Софья объясняла студентам, математика — это язык, на котором говорит природа. Мы не выдумываем формулы, мы их открываем. Они существуют вечно, как звезды на небе. Наша задача — научиться их читать. 1889 год приносит Софье вершину академических почестей. Стокгольмский университет присваивает ей звание ординарного профессора пожизненно. Петербургская академия наук избирает ее членом-корреспондентом, первую женщину в истории российской науки. Французские, немецкие, итальянские математические общества приглашают на конференции, просят лекций. Но личная жизнь складывается драматично. Софья живет в чужой стране, вдали от родины. Дочь воспитывается в частном пансионе, они видятся только на каникулах. Сама Софья мечется между наукой и одиночеством, между признанием и внутренней пустотой. В письмах друзьям она жалуется. «Я достигла всего, о чем мечтала. Но почему же на душе так холодно?» В эти годы Софья обращается к литературе. Она пишет автобиографический роман «Нигилистка» о русских революционерах в изгнании. Драму «Борьба за счастье» о женщине, выбирающей между любовью и карьерой. Мемуары «Воспоминания детства» — светлые и грустные картины московской жизни. В ее прозе та же точность мысли, что и в математических работах, но согретая живым чувством. Софья пишет, «Поэт должен видеть то, что не видят другие. Математик должен понимать то, что не понимают другие. В сущности, это одно и то же. Умение заглянуть за завесу обыденности и увидеть скрытую красоту мира». Зима 1790-1791 годов. Софье 40 лет. Она находится в зените славы, но чувствует страшную усталость. Годы борьбы, годы одиночества, годы непонимания дают о себе знать. Врачи советуют отдых. Софья едет в Париж, потом на Ривьеру, поправить здоровье и встретиться с дочерью. Последние месяцы жизни она проводит в размышлениях. Пишет в дневнике. «Я прожила жизнь, о которой не могла и мечтать в детстве. Я доказала, что женщина может заниматься наукой не хуже мужчины. Я решила задачи, которые считались неразрешимыми. Мое имя войдет в историю. Но почему же мне так грустно? Почему кажется, что самое важное прошло мимо?» На обратном пути в Стокгольм, в поезде, Софья простужается. Простуда перерастает в воспаление легких. 10 февраля 1891 года ее не стало. Ей было всего 41 год. Хоронили Софью всей ученой Европой. На похоронах собрались математики, физики, писатели. Студенты несли гроб на руках. На могиле произносили речи на разных языках. Немецком, французском, шведском, русском. Но самые проникновенные слова сказал простой стокгольмский рабочий. Эта женщина была одна из немногих, кто делал мир лучше. Поделитесь в комментариях, дорогие мои, что для вас значит сделать мир лучше? Какой след вы хотели бы оставить? Прошло более 130 лет, а имя Софьи Ковалевской не забыто. Ее именем названы лунный кратер и астероид. Премии для женщин-математиков носят ее имя. В Москве, Стокгольме, Берлине стоят ее памятники. Улицы городов названы в ее честь. Но главное наследие Ковалевской не в памятниках из мрамора. Это тысячи женщин, которые после нее пришли в науку. Это изменившееся отношение к женскому интеллекту. Это доказательство того, что талант не имеет пола, возраста, национальности. Есть только любознательность, трудолюбие
и готовность идти против течения. Сегодня женщины составляют половину студентов на математических факультетах. Женщины получают филдсовские премии, высшую награду в математике. Женщины руководят исследовательскими институтами, запускают космические корабли, изобретают новые технологии. И все они — наследницы той девочки, которая читала формулы на стене вместо сказок. Софья говорила своим студенткам: «Не позволяйте никому убедить вас в том, что женский ум хуже мужского. Это ложь, придуманная теми, кто боится конкуренции. У нас может быть меньше физических сил, но интеллект не измеряется силой мускулов. Доказывайте свое право на знание каждый день, каждым решенным уравнением, каждой открытой истиной». Давайте сделаем вместе ритуал в честь Софьи Ковалевской. Возьмите лист бумаги и ручку. Напишите один закон, который, как вам кажется, ограничивает вас. «Я не могу», «Мне нельзя», «Это не для меня». Теперь зачеркните это предложение и перепишите. «Я найду способ», «Я создам возможность», «Это станет моим». Положите лист под лампу и скажите: «Переписываю законы своего неба». У каждого из нас есть своя стена с формулами. Для кого-то это нелюбимая работа, которая учит дисциплине. Для другого — болезнь, которая открывает внутренние резервы. Для третьего — одиночество, которое дает время на размышления. Важно увидеть в препятствии не стену, а лестницу. Софья Ковалевская прожила короткую, но ослепительно яркую жизнь. Она доказала, что стены существуют лишь до тех пор, пока кто-то не решится их преодолеть. Она переписала законы своего времени и открыла дорогу к звездам для тех, кто придет после. В ее честь финальный обряд нашего вечера. Подтяните плед к плечам. Посмотрите на пламя, 3 вдоха, выдох длиннее, ладонь на сердце, 5 ударов «Я здесь». Прошепчите: «Переписываю законы своего неба». Достаточно. Спасибо. Я здесь. Напишите в комментариях, какая ваша стена с формулами, что кажется препятствием, но может стать учителем. Какой закон вы готовы переписать в своей жизни? Кто ваш Вейерштрасс? Человек, который верит в ваш потенциал. Если эта история вдохновила вас хотя бы на полтона, поддержите наш дом у камина. Подпишитесь на канал «У камина» с Северином, нажмите колокольчик, поделитесь этим рассказом с тем, кто тоже готов переписать законы своего неба. Здесь всегда найдется место для смелой мечты и точной формулы. Спокойной ночи, дорогие мои. Пусть ничто не исчезает, кроме ограничений. Пусть ваши формулы превращаются в стихи, а стихи — в открытие. Дом, тепло, свой путь и звезды с именем Софьи Ковалевской над головой.